Встреча с той самой. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, что я могу сказать, мои любимые мальчишки? Вы у меня довольно такие щедрые люди. Щедрые душой, щедрые вообще во всех поступках. Вам не жалко кому-то помочь, да? Вы очень отзывчивые, вы очень щедрые, вы можете финансами, чем угодно помогать. И даже те, у кого из вас нет таких больших денег, да? Вот вы всегда спешите на помощь. У вас может быть даже такая черта, что вас не нужно просить о помощи. Вы сами можете предлагать ее. Вы очень такой бескорыстный человек. Можете помогать даже не требуя ничего взамен. Вы не ждете, в принципе. Да, приятно, если кто-то вас там отблагодарит, но, в общем-то, вы делаете все от души. Возможно, у кого-то еще проиграется, что вы вот на данный момент, может быть, недавно, либо одалживали деньги кому-то, да, может быть, вам кто-то одалживал. Ну, то есть, вот денежные дела тоже у вас сейчас стоят, в общем-то, на первом месте. У кого-то это может проиграться нехватка денег, потому вы и одолжили просто, чтобы, ну, банально прожить до зарплаты, допустим. Вы очень такой упорный, да, вот даже упертый в каких-то моментах. Пока не докопаетесь до правды, вы не успокоитесь. Пока вы не добьетесь цели, вы не успокоитесь. Очень такой вот, ну, целеустремленный. Вы не боитесь высказывать свое мнение, даже если, ну, придется пойти, грубо говоря, против толпы. У кого-то может проиграться, что, может быть, были в вашей жизни ситуации, когда вы реально, ну, это немножко другая, правда, ситуация, когда вы махали кулаками, пришлось против толпы идти, так сказать. У кого-то это по молодости могло быть, у кого-то, может быть, уже в более зрелом возрасте. То есть вы такой правдоруб, правдолюб, не боитесь отстаивать свое мнение до последнего. Были кардинальные перемены в вашей жизни. С чем они были связаны? Давайте уточним. Ну, здесь потеря, либо, смотрите, у кого-то может проиграться по-разному. У кого-то проиграется, что вы потеряли любимую женщину, у кого-то же наоборот, да, может быть, вот вы встретили свою любовь, у всех по-разному проиграется. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, ребят, пишите все. У вас в последнее время вот что как раз произошло. Вы потеряли любимую женщину, либо же вы нашли новую любовь, у вас новые отношения завязываются. Вы такой мечтатель, вы, хоть и взрослые мужчины, но вы порой можете мечтать вот как, ну, как мальчишки, да, есть некая наивность у вас, есть... Ну, может быть, это связано с вашей такой добротой, отзывчивостью. Слишком сильно верите людям по жизни, слишком сильно доверяете, а потом, к сожалению, приходится обжигаться. Что еще о вас поведаю? Давайте коротко посмотрим. Ну, то, что вы светлый, солнечный человечек, позитивный, это однозначно. Женщины попадаются, возможно, даже одного типажа. Кто-то, может быть, сейчас живет с такой женщиной, ну, большой любительницей, либо денег, подарков, красивой жизни. Причем, если вы, вот кто смотрит меня регулярно, если вы заметили, ну, практически всегда, но очень часто, по крайней мере, приходят именно такие женщины на расклад. Может быть, это, ну, реально мир перевернулся, и все женщины, ну, либо почти все стали искать какую-то выгоду в отношениях. Ну, либо же, я не знаю, я теряюсь в догадках, почему вот так происходит, да, почему мужчинам попадаются такие женщины продуманные, которые ищут выгоду, а любовь уже где-то там. Вы человек, который, возможно, сейчас находится, ну, опять же, поскольку это общий расклад, просто как одна из версий, я говорю, может быть, вам это срезонирует. Вы либо же сейчас находитесь в той стране, где горячо, где солнышко, где тепло, может быть, даже чуть ли не круглый год. Либо же вы планируете вот в ближайшее время поехать туда, может быть, кто-то приехал из такой страны. Ну, то есть вот теплая страна,
жаркая даже страна однозначно с этим связана. Вы, возможно, даже кто-то, ребят, опять-таки показывает, что есть среди вас люди военные, которые связаны с формой, с армией. И даже там, находясь, где горячо, вы пытаетесь вот, ну, держать эту ниточку, эту связь с женщинами. Ну, понятно, что это скорее будет связь по интернету. Это такая, ну, легкая связь, не для семьи, не для каких-то серьезных отношений. Потому что вы, ну, элементарно понимаете, да, что в ближайшее время, ну, это, ну, разве что интернетный роман может быть, да, потому что там, где вы находитесь, таких вот стабильных, крепких отношений, ну, просто быть не может. Поэтому это такое расслабление, это общение ради общения, это своего рода отдушина. По своей природе вы человек стабильный, любите постоянство, стабильность, вы однолюб. Вот однолюб по своей природе. Если одна женщина, то одна. Мало кто меняли работы часто. В основном вот старались быть на одном месте. Может быть, кто-то из вас и по 20 лет работал на одном месте, там 10 лет, да. Ну, то есть я не вижу такого вот большого-большого движа по работах, да. Но разве что жизнь заставляла вас, тогда вы переходили на другое место работы. А так вы сторонник постоянства и в работе, и во всем. Итак, давайте-ка смотреть, что же за встреча с той самой перевернет вашу жизнь, она или нет. Кто же придет в вашу жизнь? Знаете, я скажу так. Есть также среди вас те, которые пытаются убежать от любви, убежать от чувств. Поэтому вы не всегда даже замечаете женщин, которые вас окружают. Есть среди вас такие? Отзовитесь, ребят, у кого это резонирует. Вы, в принципе, многие могли уже зароманить, но поскольку душа болит, а сердце плачет, как-то, ну, как будто не видите женщин, да, вы можете вскользь посмотреть, ну, да, симпатичная, красивая, и пошли дальше, вот в таком плане. Кто-то, может быть, ну, максимум это до флирта доходило, да, то есть я просто делаю акцент, что не все среди вас готовы к новым отношениям. Судьба вам уже неоднократно посылала женщин, с которыми вы могли бы уже давно построить новые отношения. Поэтому обратите внимание, может быть, на свой внутренний мир. Может быть, кому действительно очень плохо, но обратитесь к специалистам. Потому что, ну, посмотрите, вот, опять-таки, даже мне Таро подсказывает, есть среди вас те, я думаю, это малое количество, слава богу, но очень плохо. Кому-то из вас, может быть, даже сейчас очень-очень плохо в моральном плане. Когда, ну, реально ощущение, ну, посмотрите, еще и башня, жизнь остановилась, да, есть среди вас те, которые вообще для себя личную жизнь как будто закрыли, какая бы красотка ни появлялась, кто бы там не пытался вас соблазнить, да, влиться как-то, втереться к вам в доверие, вы не хотите никого подпускать. Ну, посмотрите, отвержение идет любой женщины, поэтому, ребят, у кого сейчас такое вот болезненное состояние, если, ну, вы посмотрите, карты одна хуже другой. Реально, если понимаете, что не можете справиться сами со своим состоянием, то попытайтесь, пожалуйста, ну, хотя бы, ну, пусть через силу, да, ну, сходите ну, либо к психологу, либо к психотерапевту, потому что, ну, это состояние вот может затянуться. Итак, мои хорошие, о чем сейчас пойдет речь? Встреча с женщиной будет. Женщина очень яркая, очень такая, знаете, харизматичная, что ли. Есть какая-то в ней такая манящая притягательность. Она моложавая, да, к возрасту мы в общих раскладах, я не привязываюсь, говорю приблизительно. Ну, то есть это женщина до 40, плюс-минус, да, темноволосая, с хорошей фигурой, женщина яркая, очень такая даже сексуальная, соблазнительная, вот у нее сама энергетика манящая. Вот женщины с такой энергетикой, даже если они самые обычные, даже если они не красавицы, но вот сама энергетика, она притягивает мужчин. А вы не будете исключением. Это будет шанс на
новую любовь, на новые отношения, причем отношения яркие, активные. Это вот как дверка, да, вот дверца открытая в воротах, вот на карте, которая нарисована, это дверь в вашу новую жизнь, в новые отношения. Опять же, скажу так, Таро вам подсказывает, как может быть, но человек в любом случае сам решает. Вы можете не послушать Таро, да, вы можете жить, как вы живете. Просто вот Таро вам подсказывает, те самые расклады вам подсказывают, что может быть, а что не может быть, и вы уже выбираете сами. Поэтому будет шанс у вас в светлое будущее, в светлые новые отношения. Эта женщина абсолютно не будет ждать от вас каких-то подарков и выгоды. Но по той простой причине, что у нее деньги есть, она, в общем-то, зарабатывает неплохо. Плюс ей нужен мужчина, за которым она бы чувствовала себя как за каменной стеной. Эту каменную стену она увидит как раз в вас. Ваши человеческие качества очень будут ей импонировать. Вот вы будете, ну, как будто мужчина из ее грез, из ее мечты, да? Когда она будет вас узнавать все больше и больше, когда будет видеть вашу щедрость, да, о которой мы говорили в сигнификации в начале расклада, когда она увидит вашу доброту, как вы относитесь к другим людям, она это будет видеть 100%, она будет влюбляться в вас еще больше и больше. В свою очередь, вы будете порой удивляться, что бывают женщины бескорыстные, вот как она. Возможно, кто-то будет иногда ждать подвоха, иногда могут посещать вас сомнения, может быть, она притворяется, может быть, еще что-то не так. Ну, то есть для вас это будет какое-то диво дивное, чудо чудное, да, ну как эта женщина, и не спрашивает, какая у тебя машина, сколько ты зарабатываешь, там, ну не ждет от тебя каких-то финансовых вложений. Для вас это вообще будет просто, ну, женщина, которую нужно в Красную книгу заносить и в рамочку поставить и молиться. Это судьбоносная женщина, однозначно младше вас, вот мне показано. То есть вы не должны ее пропустить мимо. А другое дело, что будет очень много зависеть от вас, как будут развиваться ваши отношения. Чем больше вы будете, ну, как бы вкладываться в эти отношения, причем я сейчас не про финансы говорю, чем больше вы будете уделять времени, внимания, вот каких-то человеческих качеств, да, заботы, нежности, ласки этой женщине, тем больше вы будете видеть ее с еще лучшей стороны. Она будет вам казаться, наверное, я не знаю, как принцесса из сказки. Потому что она человечек такой, ну, очень взаимный. Вы-то ей сразу тоже понравитесь, но чем больше вы будете заботу, внимание и так далее проявлять, тем больше она будет это вам отдавать взамен. У нее были когда-то непростые отношения, мы не будем сейчас об этом, ну, то есть она немножко тоже была разочарована. Поэтому здесь есть такой момент, что, ну, знаете, я вам скажу так, многие люди, в принципе, и мужчины, и женщины, об этом и мне лично говорили, вот и клиенты на личных раскладах, что вот я для себя теперь решил, либо же решила, что вот как ко мне относятся, так и я отношусь. Поэтому вот она будет видеть вашу заботу, внимание, да, то, что вы для нее делаете, ваши какие-то поступки, искренние причем поступки, и она будет то же самое отдавать вам взамен. То есть это будет такой обмен энергией, обмен нежностью, обмен заботой. Вы в этой женщине, наверное, найдете то, чего вам так давно не хватало, чего, может быть, у вас не было. Ну, я имею в виду, ну, каждый по-своему что-то недополучал от женщины. Кто-то нежность, кто-то ту же самую заботу. Да, вот вы увидите в ней ту женщину, о которой вы мечтали. Это ваш такой подарок от Вселенной. Далее.
почему-то у вас проснется очень сильная ревность к этой женщине. Ну, возможно, из-за того, что вы будете ее, ну, просто панически бояться потерять. Вот вам будет уже как будто мерещиться за каждым углом там мужчины, вот все на нее смотрят, все там флиртуют, все еще что-то там хотят ее увести. Но это будет такой период, когда вы, ну, просто, я не знаю, это как наваждение какое-то будет, ну, сами себя будете угнетать вот этими мыслями, вот этой вот ревностью, что каждый мужчина, который будет встречаться на ее пути, либо же по работе, могут ее увести. Даже не думайте об этом, ребята, потому что женщина порядочная, женщина верная, и она не собирается от вас, ну, вернее, на будущее, не соберется от вас уходить никуда. Будет много у вас с ней таких моментов, ну, то ли это будут какие-то празднества, может быть, вы будете часто ходить в кафешки, может быть, какие-то это пикники, какие-то, ну, застолья, да, и вдвоем, и где-то, может быть, с друзьями. Ну, то есть вот она привнесет в вашу жизнь какую-то радость, да, вот какой-то энергии вам добавит, потому что пока вот вы один, вы понимаете, что нет особо мотивации. Энергия где-то там глубоко спит, мотивации особой нет, да, ничего особо не хочется. С этой женщиной поменяется кардинально и ваш жизненный уклад, и ваши графики расписания, как угодно. То есть вы поменяете полностью свою жизнь. Она станет более активной, более бурной, более страстной, конечно же. Ну, точно не соскучишься, потому что вот вы будете с ней еще, знаете, ну, это то ли на одной волне, много общих качеств у вас будет. Вы можете и дурачиться, вы можете и подкалывать, ну, так по-доброму подкалывать, прикалываться друг над другом. То есть вы войдете совершенно в другое свое состояние, в котором вы либо же очень давно не были, может быть, у кого-то вообще не было такого опыта, да, чтобы были такие отношения, вот легкие, веселые, прикольные даже в каком-то смысле отношения с женщинами. Это очень важно, когда можно подурачиться, да, когда можно повеселиться вдвоем, когда можно даже какие-то спорные моменты не переводить в конфликт, а перевести в шутку. Это здорово, когда у обоих есть чувство юмора, и над этой шуткой начинают смеяться оба. Потому что, вы знаете, есть люди, у которых нет чувства юмора, и ты вроде бы шутишь, а человек обижается. Ну, это уже печалька. Вот с такими женщинами, конечно, тяжело. Ну, с мужчинами, в принципе, тоже. Поэтому, мои хорошие, что я вам скажу? Это человечек, в которого вы будете готовы вкладываться, вам будет хотеться вкладываться в нее. Даже при том, при всем, что она не будет просить у вас ни подарков, ничего. Ну, в душе понятно, это приятно будет всем, все девочки любят подарки, цветы и так далее. Но она не ради этого будет с вами, вот она вас полюбит таким, какой вы есть. Но вы сами захотите в нее вкладываться, вы сами захотите ее баловать, кружить, может быть, куда-то свозить. Ну, у кого какие возможности. Это будет ваш такой долгосрочный проект, назовем это так. Как я уже говорила, вы сами хозяева своей жизни. Если вы захотите, вы можете оставить эту женщину навсегда в своей жизни. И я думаю, все-таки так и произойдет. Поэтому, мои дорогие мальчишки, счастье уже совсем рядом, оно уже на пороге, и потрясающая женщина уже скоро войдет в вашу жизнь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!